Ты когда-нибудь начинал что-то с энтузиазмом, очень важное, и в итоге потом забрасывал и больше к этому не притрагивался, хотя изначально желание было бешеное. Кстати, я же в зал начал ходить. О, круто! Молодец! И сколько раз ты там уже был? Ну, физически один раз, а мысленно каждый день. Знакомо? Поверь, ты не один такой. Мы все это делали. Купил абонемент в спортзал, 2 раза сходил, потом забил. Начал учить английский, бросил через неделю. Решил стать full-stack разработчиком. И снова профан. Наверное, сейчас у тебя такие мысли. Не, это не про меня, это не я. Это ты, дружище! Мы все в этой лодке. А кто в этом может помочь? И почему так происходит? Почему мы не доводим дела до конца? И самое главное, как перестать сливать свою жизнь в унитаз. Сейчас я расскажу причины, по которым мы бросаем начатое. И раскрою пошаговый план, который поможет тебе раз и навсегда научиться доводить дела до успешного конца. Честно, я и сам не раз сливался, брался за крутые идеи, типа вставать в 6 утра, идти на пробежку. Нет, ну правда, крутые идеи. Встаю в 6 утра. Во-первых, начинаю день так рано, у меня впереди целый день, уйма времени. Во-вторых, задаю тонус этому дню пробежкой, у меня бодрячок такой, классно, все. Я правда загорался этой идеей. 5-6 дней максимум я бегал, вставал, с трудом мне давалось, я вставал, но 5-6 дней все. Терялась мотивация, терялся стимул, я не знаю, что происходило, что вообще такое. В следующий месяц я опять так делал, 3-4 дня я держался, в итоге все, прогорал, выгорал. Так несколько месяцев повторял и все. Приходило выгорание, мотивация падала, стимул куда-то девался. Но потом я понял одну очень важную вещь. Чтобы не бросать начатое, важна не мотивация, а совсем другое. Винс Ломбарди, культовый тренер по американскому футболу и руководитель, говорил: Легко бросить, но если ты бросишь один раз, то это может войти в привычку. Но почему же мы все-таки постоянно сливаемся? Мы же не ленивые, у нас есть идеи, есть мысли, есть мечты в конце концов, но в итоге все снова повторяется. Почему? Это я в первый день работаю над собой, а это я уже во второй день. На самом деле причина не во мне, не в тебе, никто не виноват. Есть, конечно, за нами небольшой грешок. Но это не лень, это банальная психология, биология и немного плохих привычек. Итак, причина первая – отсутствие дисциплины. Чаще всего, когда мы начинаем без определенной системы или плана, все происходит вот так. Ты вдохновился, загорелся какой-то идеей, например, купил курс или скачал приложение, но в итоге через неделю про все это забыл и потом вовсе забил на все эти дела. Но ведь это происходит потому, что нет структуры и четкого плана. Многие люди просто-напросто несерьезно относятся к тому, чем начинают заниматься. Если нет системы, то будет хаос. Без четкой структуры и дисциплины все превращается в беспорядок, а беспорядок приводит к выгоранию. Ты просто теряешься среди всех этих задач и в итоге бросаешь все. Но решение всему этому, конечно же, есть, и о них я расскажу, как только перечислю все причины, потому что не у всех бывают проблемы именно с дисциплиной. Причина вторая – отсутствие четкой цели. Ты же говорил, что будешь вставать в 6 утра и бегать. Да, говорил. Но какой год именно я не уточнял. Тем более, я еще не определился, сколько километров точно буду бегать. Все понятно. Все понятно. Если ваша цель размыта и нет фокусировки, то теряется внутренний стимул продолжать что-то дальше.
Например, как мы делаем обычно? Хочу быть в хорошей форме. Или хочу стать дизайнером. Хочу выучить английский. Все это звучит как-то абстрактно, размыто и без конкретики. Поэтому цель нужно делать более четкой. Чтобы быть в хорошей форме, надо за 3 месяца, например, скинуть 5 килограмм. Чтобы стать дизайнером, за месяц нужно сделать хотя бы 3 работы по фирменным стилям. И, например, 3 логотипа. Или если учить английский, то выучить за месяц 1000 слов. Или прочитать одну книгу на английском. Четкая цель равно понимание пути. Это как твой ориентир, как твой маяк, а без маяка ты не знаешь, куда идешь. Поэтому формула цели такая: конкретика плюс сроки плюс измеримый результат. Главное не переоценивать себя. Марк Твен, общественный деятель, журналист, писатель и юморист, говорил так: Секрет прогресса – это начать, а секрет завершения – это продолжать. Причина третья. Переоценка мотивации. Знаете, что произошло с легендарным футболистом Диего Марадона? А ведь он реально был легендой и обожал футбол. Он горел игрой. Но в какой-то момент он не смог себя дисциплинировать, когда мотивация ослабла. После громких и успешных побед на чемпионате мира он перестал так усиленно и усердно тренироваться. И со всей душой погрузился во всякие вечеринки, в запрещенные вещества, беспорядочную жизнь и всякое такое. А потом его и вовсе отстранили от больших игр. И он больше не смог играть так, как прежде. Хотя мог бы сейчас быть даже круче, чем Месси или Роналду. Поэтому талант и мотивация – это еще не гарантия успеха без собственного самоконтроля. Так же и здесь. Нам кажется, что если мы очень сильно чего-то захотим, то точно доведем дела до конца. И проблема именно в том, что мотивация – это не постоянная штука. Сегодня я полон энергии, а завтра нет. И что тогда? Мотивация – это как эмоция, а эмоции не постоянны. Так что лучше не переоценивать вот этот вот первоначальный энтузиазм, мотивацию, талант, а больше работать над дисциплиной и системными действиями. Причина четвертая – отсутствие быстрых результатов и завышенные ожидания. Мы бросаем начатое, потому что привыкли к моментальным эффектам с большим результатом. Соцсети, рекламы, маркетинг внушают все это нам. Типа купи курс и станешь СММщиком за неделю или научишься программировать за месяц. Также мы и сами себя порой неадекватно нагружаем. Учить по 100 слов в день, ходить на тренировки по 7 раз в неделю. Да, мы любим мечтать о быстрых результатах. И нам кажется, что если мы начали что-то новое, то через неделю уже будем профессионалами. Но реальность совсем другая. И процессы идут очень медленно, особенно в начале пути. Потому что все ценное, что мы приобретаем, все это требует времени. И когда наши ожидания не совпадают с реальностью, то мы разочаровываемся и бросаем. Так что если ты хочешь стать крутым дизайнером, программистом или блогером, то будь готов к большому и длинному марафону, а не к обычному коротенькому спринту. Быстро не значит качественно. А успех – это долгий и трудоемкий путь. И чтобы в будущем не разочаровываться снова, то лучше заранее закладывать время на ошибки, на обучение и на сложности, которые будут возникать в процессе. Я часто встречал людей, которые бросали то, чем были так увлечены в самом начале. Да я и сам не раз в этом участвовал, что уж тут греха таить. И совсем недавно я узнал, что у такой проблемы есть еще одно название, как эффект заигарник. Мы как будто подсознательно развиваем в себе привычку не доделывать что-то. Это называется тенденция лучше запоминать незавершенные задачи. Я уже рассказал 4 причины, почему нам так трудно доводить дела до конечного результата. И осталось всего несколько причин, про которые я сейчас быстренько расскажу, и будем уже переходить к более четким инструментам доведения наших дел до успешного результата. Итак, причина 5. Страх неудачи и прокрастинация. Ну и как твои курсы в дизайне продвигаются, о которых ты так рьяно и сочно рассказывал целый год? Почти начал. Ну и почему ты еще не начал? Ну, потому что я начал делать другое. Начал смотреть видосы, как люди справляются со страхом неудач, с прокрастинацией. До свидания. Начал просто теперь бояться еще больше.
Скорее всего, у каждого хоть раз в жизни такое происходило. Мы бросаем не потому, что нам что-то не хочется, или не потому, что мы что-то не можем. Мы бросаем, потому что мы боимся. Боимся, что сделаем ошибку, боимся, что не получится так хорошо, как хотелось бы. И в итоге откладываем все на потом, прокрастинируем. В общем, страх – это очень мощная и жесткая штука, которая стопорит нас во многих аспектах жизни. Наверное, многие слышали про историю Джоан Роулинг, которая написала Гарри Поттера. Так вот, перед тем, как Гарри Поттер стал известным и легендарным, она 12 раз ходила по издательствам. И в какой-то момент у нее вообще там в жизни все как-то пошло ко дну. Она уже и обнищала, у нее случился развод, и она вообще ушла в депрессию. И она все равно не побоялась неудачи и пошла в следующее издательство. И когда она принесла в это 13-е издательство, то ей сказали: «Да, мы опубликуем ваши произведения». Круто. То же самое и про Илона Маска слышали, наверное. 3 его ракеты не взлетели, и он просто потерял бешеные деньги. Все говорили, что это полная чушь, полная ерунда, чем он занимается. Но он не побоялся, вложил еще оставшиеся последние деньги в 4-й запуск. И что произошло? Ракета взлетела. Круто? Круто. Мораль такова. Что неудача – это часть пути. И если ты боишься ошибаться, то уже проиграл. Так что не бойся провалов, главное не делать тех же самых ошибок. Следующие причины маленькие, но очень весомые. Это отвлекающие факторы, отсутствие нужного окружения и психологическое выгорание. Соцсети, сериалы, игры и бесконечные сплетни с бессмысленными разговорами. И вся эта внешка из дергающих факторов мешает нам сосредоточиться на важных задачах. Поэтому избавляемся от этих сторонних дерганий. И то же самое с окружением. Если вокруг тебя одни токсики и негативщики, то вскоре ты будешь таким же. Здесь очень важно находить поддержку, находить единомышленников, вступать в сообщество по интересам, искать опытных менторов, наставников, общаться с ними и обучаться у них. Окружение – это суперсила, которая помогает нам держаться до последнего, до результата. И если твое окружение адекватное, грамотное, поддерживающее, помогающее, это уже 50% успеха. И если все эти плохие причины и факторы будут постоянно долбить нас, то неизбежно придет 8-я причина. Психологическое выгорание. В моменте, когда мы заняты или увлечены своим делом, мы думаем, что вот эти причинки, цеплялки, какие-то факторы, все это на нас никак не влияет. Но они имеют накопительный эффект, и в какой-то момент наша эмоциональная чаша может переполниться. Поэтому надо быть бдительным, защищать свои личные границы и быть в балансе. Лесли Браун, один из ведущих спикеров мира, бизнес-тренер, сенатор и вдохновитель, говорил: Слишком многие из нас не живут своей мечтой, потому что живут своими страхами. Ну вот и все. Теперь ты знаешь все 8 причин, почему люди бросают начатое. По сути, к этому моменту видоса, наверное, многие уже выявили для себя кучу полезных инструментов работы над собой и начали действовать. Но некоторым, например, таким как я, нужно все разжевать, нужен пинок и подробный разбор, что все-таки с этим всем делать. И кому очень важно научиться доводить дела до конца, я сейчас вам дам конкретные техники, расскажу, куда я скинул весь подготовленный материал для этой темы. Это чек-листы, таблицы, структурированный текст со всеми практическими шагами, которые помогут нам преодолеть все эти препятствия. Вы можете мне сейчас сказать, на что вот это похоже? Это и есть мои когда-то начатые проекты, к которым я уже больше никогда не притрагивался. А ведь вначале я так горел этой идеей и думал, что она покроет весь мир, весь земной шар. Я думал, что создам вот такие вот рабочие тетради, в которых люди смогут научиться рисовать ровные круги, например, или треугольники. И все это за 30 дней. То есть у меня уже был спланирован целый чек-лист на каждую фигуру. Но в какой-то из ней что-то пошло не так, и 2 или 3 года они уже просто лежат у меня в шкафу. И то же самое вот с этими удивительными скетчбуками. Просто проект не удался в начале своего пути. Ну хорошо, мы поняли, почему мы бросаем,
признали это и даже узнали плохие и неудачные примеры. А теперь вопрос на миллион. Как все-таки не бросать и доводить дела до конца? И есть ли удачные примеры? Спойлер, есть. И это мой удачный проект, о котором я расскажу чуть позже. Вот он, весь список методов, правил, упражнений. Он очень длинный и состоит из 13 пунктов. Но я его сгруппировал, упорядочил и разбил на 5 шагов. Так что поехали и без лишней воды. Первый шаг – это осознание целей и мотивации. Начинаем с простого вопроса. Зачем мне это нужно? Цель должна быть понятной и осязаемой. Например, не просто стать оператором или монтажером, а освоить принципы съемки, монтажа, цветокоррекции, композиции, снять за год 50 видео, короче, создать свое портфолио. И выполнить 2 кейса, снять и смонтировать 2 видоса по реальному заказу. Используй метод SMART. Цель должна быть конкретной, достижимой, актуальной и ограниченной по времени. А еще запиши свою мотивацию. Только честно. Для чего ты это затеял? Деньги? Свобода? Может быть, уважение? Или удовольствие от процесса? Это точно работает. И когда ты поймешь, зачем тебе это, то бросать уже не захочется. Еще круче написать эту цель и повесить перед глазами на рабочем месте, чтобы ты постоянно о ней помнил. Шаг второй – планирование и трекер прогресса. Без четкого плана легко потеряться. Разбей этот путь на этапы и маленькие задачи. И не забывай фиксировать и отслеживать свой прогресс. Можешь вести трекер в блокноте, в приложении или вот такой вот сделай планер, например. Как у меня, я вот 3-й день раз отметил, 4-й день раз отметил, все, выполнил. И он у меня всегда перед глазами. И если ты будешь делать хотя бы по чуть-чуть, 15 минут или 30 минут, но каждый день, то ты будешь точно в выигрышной позиции. Пусть даже это маленькие задачи, но это уже большой шаг вперед. И когда ты будешь видеть, как квадратики постепенно заполняются, то значит ты приближаешься к цели. А значит твой мозг начинает радоваться, и сам ты уже в эйфории. Так что если цель твоя на год, то разбей ее на 12 месяцев. А месяца разбей на недели. И так постепенно преодолевай. К тому же лучше чекай и анализируй каждую неделю или месяц, что сработало, а что нет. Шаг третий. Как бороться с прокрастинацией? Нелегкое это дело, скажу я вам. Но прокрастинация – это маленький такой саботажник в тапочках, которого нужно обхитрить. И вот есть несколько трюков. Метод помодоро. Очень популярный метод. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Это делает процесс легче, особенно в начале. Метод съешь лягушку. Раньше этим методом я очень сильно пренебрегал. Но если ты с утра сделаешь самую неприятную и сложную задачу, то остальные задачи уже просто пустяк. И метод 2 минут. Если задача занимает 2 минуты, то сделай ее сразу. Или если тебе тяжело приступить к задаче, то потрать на нее хотя бы 2 минуты. Этот метод рабочий, и он мне во многом уже помог. Главное не ждать мотивацию и делать. Сложно, конечно, не обращать на эмоции или настроение, но план есть план, дисциплина есть дисциплина. Просто садишься и делаешь, как будто чистишь зубы. Не думаешь, не оцениваешь, просто делаешь. По расписанию, по четкому плану. Вот и все. Ну, конечно, это еще не все. Шаг четвертый. Маленькие победы и награды. Даже самый маленький успех – это уже достижение. И если ты выполнил хотя бы 3 своих задачи, которые поставил на день, то похвали себя, потому что это круто, это прогресс. Если закрыл, например, недельный этап, сделал все, что нужно было за неделю, то устрой себе маленький бонус. Купи себе какую-нибудь вкусняшку, пиццу там, сходи в кино. Короче, что угодно, то, что тебе нравится, но главное себя отблагодари за это. Таким образом, мозг привыкает к такой концепции. Делаешь, получаешь кайф. И тогда это превращает работу в игру или в какое-то увлекательное путешествие, но точно не в пытку. И, наконец, шаг пятый. Вдохновение и окружение.
Если ты один в болоте прокрастинации, то сложно выбраться. Подключи сообщество, друзей, наставников. Можешь публично объявить о своей цели, это будет еще дополнительная мотивация. А также ищи вдохновение в реальных историях, в интересных людях, в фильмах, в арт-мемах, в каких-то делах. Короче, все заряжает. Главное, сильно не увлекайся, чтобы не углубиться в этот поиск вдохновения. И запомни, окружение, оно либо тебя тащит вниз, либо тянет наверх. Прям как раки в кастрюле или во враге. Выбирай, с кем ты что-то смотришь, обсуждаешь или делаешь. Надеюсь, я ничего не забыл. Если вы знаете еще какие-то методы и правила, напишите в комментариях. Вот эти 13 методов, чек-листы я уже говорил, оставлю их у себя в телеграм-канале, ссылка будет в описании. После каждого вот такого видео с вот такой вот интересной темой я всегда буду оставлять нужные материалы у себя в телеграм-канале. Надеюсь, вы теперь знаете, что доводить дела это не про какой-то там героизм, это про дисциплину, про упорство, про трудолюбие и про привычку. Даже маленькое действие, но каждый день это сильнее, чем какой-то там грандиозный запал. Ну все, теперь мы знаем, как это делать. Осталось только начать. И главное не останавливаться. Ну и раз уж вы досмотрели до этого момента, то значит вы уже что-то узнали о себе, о психологии и немного узнали обо мне. Особенно про то, что я тоже не святой и точно так же бросал начатые дела. Но сейчас я покажу свой проект, который я довел до классных результатов. И возможно это вас замотивирует. Брызги. Теперь я начал кайфовать от него еще больше, потому что каждая капелька брызгов, каждая деталь этого набора напоминает мне о том, что я умею начинать успешные проекты и приводить их к хорошим итогам. Короче, у меня всегда была идея, чтобы создать такой творческий набор для вдохновения, для саморазвития, планирования и реализации своих творческих и интересных задумок. И знаете что? Следовав большинству из перечисленных правил и методов, я могу с уверенностью сказать, что у меня это получилось. И этому есть подтверждение многих людей, у кого уже есть брызги. Кстати, я вам очень благодарен и всех крепко-крепко обнимаю и желаю дальше наслаждаться использованием наборчика. На данный момент я даже не совсем успеваю обрабатывать заказы на наборы, и поэтому я принял решение, что с каждым кварталом его стоимость будет расти, потому как мое время не бесконечно, а наборы я произвожу в лимитированном количестве. А кто захочет подробнее посмотреть и почитать про набор для творчества «Брызги», я оставлю ссылки в описании. И сейчас еще всплывет подсказка с видеообзором о нем. Вот так, собственно, я когда-то мечтал вдохновлять людей. И только сейчас я начал понимать, что у меня это получилось. И получается по сей день. Надеюсь, у кого-то точно уже есть успешные кейсы и точно еще будут. Главное, что мы уже сделали первые шаги. Ну что, давайте подведем итоги. Мы разобрали, почему мы бросаем начатое, как не попадать в эти ловушки и какие реальные шаги работают. Вы увидели мой личный путь, мои провалы, мою победу. И теперь вы сами можете сделать для себя выбор. Оставаться в парадигме «начал, бросил» или перейти в концепцию «начал, но довел до конца». Да, будет трудно, не всегда будет настроение. Иногда будет казаться, что все зря, что успех далеко и тому подобные самосаботажки. Но именно в такие моменты важно помнить, что ты выбрал этот путь не просто так, а потому что внутри тебя есть что-то, что рвется наружу, что хочет проявиться. И если ты не сдашься, то это что-то начнет становиться реальностью. И я точно уверен, ты справишься, и у тебя все получится. Потому что ты уже встал на этот путь. Потому что ты уже начал действовать. Ты не обязан быть идеальным. Ты просто должен быть настойчивым. Если тебе откликнулась эта тема и мои труды, то поставь лайк и напиши свою историю побед и провалов. Будет очень интересно почитать. И думаю, что тебе точно помогут эти приемы, методы, правила, шаги. Напоминаю,
также, что оставлю все таблички, чек-листы и трекеры у себя в телеграм-канале. Над ними я тоже очень хорошо постарался. И не забывай, что впереди еще очень много интересного. Так что иди, делай, не бросай. Ты можешь. Не нужно быть великим, чтобы начать. Но нужно начать, чтобы стать великим.